Привет, дорогие друзья! С вами Ева, и я в Стамбуле. Ева Реки в Стамбуле я летела из Баку в Измир, Бодрум домой. И вдруг, каким-то чудом, я оказалась в Стамбуле, в этом невероятном отеле Риксос Терсания. Я вам уже показала. Значит, с такой красивой декорацией я хочу поздравить вас с наступившим Новым годом. Хочу вам пожелать всего самого лучшего, самого светлого, чтобы ваша душа всегда была полна любви, благодарности, счастья, чтобы вы никогда, знаете, не испытывали никаких эмоций, которые вас уничтожают. Контролируйте себя, живите осознанно, выбирайте светлую сторону этого мира. А я вам в этом помогу. Это видео, которое я сейчас записываю, это и начало нового небольшого видео, и конец моего предыдущего влога. Я ставлю и туда, и туда. Так вот, закончилась моя поездка новогодняя в Баку. Из 5 дней она превратилась в целую недельную. И там под одним видео про авиакатастрофы девушка оставила комментарий. И вопрос такой, что она считает, что есть противоречие между тем, что мир случайен, да, мир случайностей, и все зависит от нас. То есть вот это противоречие для меня, это наоборот не противоречие, это взаимодополняющие вещи, да. И вот сейчас, пока я завтракала, записала вам небольшое видео, сейчас дальше я его вставлю. Ну, а я с вами прощаюсь. Впереди 4 невероятных, красивейших влога из Баку, который первый будет называться «Исторический», второй будет называться «Роскошный», это была новогодняя ночь, потом третий будет «Архитектурный» и 4-й влог «Изысканный». Ну и, конечно же, эта вся часть будет начинаться следующим видео, которое будет про мой перелет и все это путешествие, как я провела день накануне Нового года. Ну все. Сейчас я вставлю видео, мои рассуждения на тему этого комментария. А всем еще раз желаю хорошего Нового года. Пока. Буквально 2 дня назад, когда после того, как я запустила видео авиакатастрофы перед началом Нового года, там одна девушка оставила комментарий. Комментарий был такой, что якобы не сходится что-то в моем мировоззрении, что это противоречие, что случайности не бывает, и все зависит от нас. Вот, и вот вы зайдите туда, посмотрите этот комментарий, посмотрите мой ответ. Я сейчас в этом видео тоже прокомментирую немножко. Так вот, вы знаете, за всю вот эту мою поездку сейчас, я практически неделю уже путешествую, вы все эти влоги здесь увидите, здесь будет ссылка на плейлист о Баку. Так вот, вы понимаете, я всю неделю путешествую, все пошло настолько гладко, вы понимаете, не без гвоздя и задоринки, все настолько выстроено, то есть я бывала в лучших местах, в лучший момент, лучшие люди меня окружали, то есть все выстраивалось в визуальную картину. Но вчера утром, когда я прилетела в Стамбул, у меня случилась просто ужасная ситуация с Убером в Сабихе. Меня просто развели как туристку, хотя я живу в Турции 10 лет. И я с этим багажом, иду, общаюсь с полицией, потому что там просто происходил беспредел. Что там происходит? Поэтому, друзья, никогда не берите в Стамбул такси. Заказывайте заранее себе трансфер, особенно если вы одна девушка. Это был ужасный экспириенс, унизительный, просто вообще отвратительный. Ну, то есть это та сторона Турции, за которую сами турки ненавидят Турцию, понимаете? Вот. Ну, я не буду в это вглубляться, ну, то есть я думаю, я даже расплакалась, понимаете? В итоге я хотела ехать в хорошем, знаете, таком, заказала себе хорошую дорогую машину, приехала, опять же, какой-то они обман сделали, приехала ужасная машина. И я думаю, ну как же так? Я, Ева Реки, я в такие ситуации, если попадаю, означает что-то, где-то я что-то, знаете, вот, а вы говорите случайности. Какая случайность, если все построено на закономерностях, понимаете? То есть в мире случайностей вот люди, они говорят, что вот там что-то случайно упало, что-то случайно со мной произошло, что-то случайно произошло. Я когда-то тоже, когда родилась, меня воспитали родители, я вышла в мир, мне было 20 лет, и я тоже жила в этом мире случайностей. У меня были постоянные мигрени, у меня была вегетососудистая дистония, у меня были панические атаки, со мной происходили жуткие вещи. Я вообще не знаю, как вы можете выживать в мире случайностей. В мире случайностей выжить невозможно. Это постоянная тревога. Это постоянное ощущение, что от тебя ничего не зависит. Ты не живешь не в мире, который соответствует законам. Понимаете, у нас есть... Вы выберите себе любой. Есть Библия, есть Коран, есть куча учений религиозных. То есть, понимаете, то есть, если нет некого обоснования вообще всему происходящему, если нету законов, это означает, что мир
хаос, нет у нас законов физики, нету вообще ничего, все само по себе, понимаете, существует. Так вот, я это к чему, что, понимаете, жить в мире случайностей, где все происходит, не зависит от вас, не зависит от ваших мыслей, не зависит от ваших эмоций, не зависит от того, что у вас внутри. Если вы это отрицаете, ну я правда не знаю, как вы живете с этим. Понимаете? И мы же говорим не одну единицу, мы же говорим в целом, о человечестве, о людях. И все действительно зависит от нас, от того, что мы воспроизводим, какую реакцию на то, что вокруг нас окружает. Как я вот говорила сейчас видео из этого Алекса со Стамбула, да, вот, вы рады тому, что у вас есть, вы благодарны тому, что у вас есть, вы любите, вообще все ваши мысли, действия, побуждения, они пронизаны любовью, или они пронизаны или страхом, или они пронизаны ненавистью, или обидами, любыми негативными эмоциями. То есть, по сути, вы выбираете Бога или дьявола, понимаете? Вариантов-то других нету на этой планете. Понимаете? Это придется понять, прочувствовать рано или поздно. Слава Богу, мне пришлось пройти через определенные неприятные очень вещи, чтобы прийти к Богу, понимаете, и прийти к пониманию, что у Вселенной есть свои законы, очень четкие, хорошие законы. Так вот, понимаете, я настолько уже тонко чувствую с этим миром, взаимодействую с ним, да, я же медиум, я человек, который ежесекундно работает с энергиями. Я вот сейчас сижу, я ощущаю каждого человека вокруг, его настроение, его чувства, вообще в целом энергетику, да. Так вот, вы понимаете, что когда, к примеру, как у меня уже это работает на мелочах, то есть я не то, что я могу кого-то обидеть, разозлиться на кого-то, сделать какую-то гадость, понимаете, какое-то преступление сделать. Если я перейду вообще эту грань, понимаете, это, знаете, как карма в бумерангах лет, когда ко мне прилетит, я ложечку не так положу, понимаете, мне уже через секунду прилетит. И вчера, вы понимаете, я как помню, когда выходила из самолета, я прям почувствовала, меня, все ринули, не давали мне пройти, и у меня просто секундное раздражение у меня пробежало, понимаете, потому как люди себя вели, и, в Баку действительно, менталитет другой, это действительно, сложно, даже учитывая, что живу в Турции, в Баку менталитет сложный, честно вам скажу, вот, и человеку, там, живущему по другим каким-то законам устава сложновато. Этому нужно быть готовым. И вот я уже забыла, что я не в Азербайджане, что я в Азербайджане, я уже так это, знаете, что я у себя дома, там это в Бодруме, у нас свои нравы. И я так это никак, просто внутри про себя почувствовала, подумала эту эмоцию. И буквально, через 10 минут у меня уже ситуация, это с такси, где я уже в слезах, расстроенная, потому что, понимаете, все прилетает и возвращается обратно. Поэтому мы живем не в мире случайностей, мы живем в мире закономерности. Я просто привела сейчас пример, вы можете вспомнить свою жизнь. Просто не все люди отслеживают, что происходит в жизни. Обычно они начинают задумываться, что в жизни происходит, какие-то катастрофы, трагедии, болезни, когда уже, понимаете, когда ты уже лежишь или на больничной койке, или когда ты в жизни все потерял, или когда у тебя депрессия, все не ладится. Вот, и я топлю, и я как бы, вот все моя школа счастья, мой инстаграм и теперь мой YouTube, они как раз о том, чтобы люди жили осознанно, гармонично, счастливо, ежедневно, ежесекундно. Вы представляете, когда в мире будет вокруг очень много счастливых людей, будет очень много людей, которые соблюдают духовные законы, которые выходят в этот мир с любовью, для которых есть принципы, ценности, и как приятно жить самим в этом мире, понимаете? И это будет не то, что сейчас происходит в мире, да, такой маленький филиал ада, да, а это будет райское место. Вот это райское место мы с вами можем создать сами. Вот. Поэтому я предлагаю жить все-таки в мире не случайностей, а в мире закономерностей, где все действительно зависит от нас. И когда вы говорите, что зависит от нас и божественный промысел, это противоречащие вещи. Это не противоречащие вещи, это дополняющие вещи, потому что в каждом из нас есть частичка божественного, частичка души. Поэтому мы сотворцы своей реальности. И чем выше ваша сила, чем выше ваша ответственность в этом мире, тем больше вы чувствуете влияние на этот мир, чем больше у вас есть инструментов воздействия на этот мир. Поэтому я вам искренне желаю, друзья, жить в мире, соблюдая законы Вселенной. И вы будете очень счастливы. Вам будет здесь все очень нравиться на этой земле. И вас будут окружать прекрасные люди. Вы будете притягивать то же самое в мир. И я уверена, что люди, которые смотрят это видео, смотрят мой канал, они тоже будут перетягиваться на это. И у нас со временем, с годами создастся. Раньше у меня была такая комьюнити в Инстаграм.
А теперь я надеюсь, что комьюнити у меня создастся и здесь, в YouTube. В общем, друзья, с вами была Ева Рейки. Я нахожусь вот все еще в отеле Трисани, на который я сняла обзор. Вот здесь, наверное, или в конце здесь появится это видео. Вот, я прям, знаете, люблю снимать видео. Вот появляется мысль, появляется эмоция. Люблю снимать это все на ходу, по-живому, знаете. Я не люблю вот эти постановочные видео. Все должно быть как в жизни. Поэтому вот я просто сидела, завтракала, доедала свою, вот взяла еще, знаете, вот съела же суши и взяла, смотрите, какую булочку с кофе. Ну, смотрите, ну как, а? Вот, так что давайте любить друг друга, давайте жить, соблюдая законы Вселенной, любить друг друга, открывать друг другу сердца и создавать не мир случайностей, где все живут постоянно в состоянии жертвы, в состоянии страха, а мир, где живут люди, творцы, где сами творят свою реальность. И чем больше они вкладываются, тем больше они ценят то, что у них есть. Все, друзья, с вами была Ева Рейки. Такое, наверное, будет самое короткое видео на моем канале, потому что я уже спешу. Мне нужно уже вылетать в Бодрум к моей семье. А я вас люблю и целую. Пока. Подписывайтесь. Не знаю, где здесь эта кнопочка у вас, на каком устройстве вы смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Ева Рейки. Здесь будет очень много путешествий с таким, знаете, эзотерическим, метафизическим уклоном, где мы будем наслаждаться жизнью, бывать в красивых местах. И самое главное, любить эту жизнь. Ну а для женщин тоже буду снимать обязательно видео про отношения, про гармонию и так далее. Так что, друзья, погнали, пока. Знаете, я сижу в одном из самых замечательных и красивых мест и ресторанов Стамбула. И вокруг меня просто считанные люди, единицы с счастливыми, сияющими глазами, которые рады тому, что у них есть. Знаете, я вот поражаюсь, путешествую по миру очень много, путешествую в самых роскошных местах. То есть, ну, как бы, наверное, next level это только там private jet и какой-нибудь отдельный отдых. То есть я останавливаюсь в очень хороших местах, в самых лучших, где только возможно. И вы не поверите, но вокруг меня постоянно люди, у которых недовольные лица, кислые, у них вообще отсутствие каких-либо эмоций. И вот считывается, я же считываю энергию. То есть люди, знаешь, вот ощущение зажравшихся людей, которые просто совершенно не ценят то, что у тебя есть. Для меня это, конечно, удивительно. Человек, который может себе позволить то же самое, я ценю, и с каждым днем, вы знаете, чем больше я могу себе позволить, тем больше я ценю то, что у меня есть. И вам того же желаю, друзья, потому что когда вы цените, вы благодарны Богу, вы благодарны миру, вы благодарны себе, и в вашем сердце растет любовь. А когда рождается хоть небольшая нотка неблагодарности, все, пиши пропало. Так вот еще про окружающих людей. Знаете, была бы возможность, я бы скрытой камерой засняла бы эти лица, но я, конечно, этого делать не буду. Это же я просто для примера рассказываю. Так вот, вы знаете, что интересно? Я вот думаю, 90% людей, которые здесь сидят, до 99%, наверное, может быть, я единственный местный человек. Все эти люди, туристы, которые могут позволить себе очень дорогой, изысканный отдых. Вот, потому что стартовая цена 300 евро, по-моему, за ночь. Ну, это как бы не сильно дорого, но и как бы так вот, да, хорошо. Вот. И все равно вот люди приехали в новую страну, казалось бы, они должны быть очень такими, знаете, воодушевленными, довольными. То есть если людей даже такие вещи не, так сказать, не трогают, то даже не знаю, чем можно тронуть их душу, чем можно их вообще порадовать в этой жизни, даже не знаю.